Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, каковы подсказки карт вот как раз последние дни уходящего года, последние дни декабря. Что в вашей жизни, по мнению карт, произойдет интересного? Конечно, мы будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и все равно какие-то подсказки вы для себя получите. Или какую-то вашу ситуацию вы сможете просчитать на пару шагов вперед. Давайте узнаем. И первая карта, которую мы с вами достанем, она будет называться «Что окончательно завершится или закончится за последние дни декабря, до конца декабря». Что нового войдет в вашу жизнь? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Чем запомнятся последние дни декабря? И мы достанем 3 карты. Это будут как 3 важных события, которые могут произойти в вашей жизни, или какая-то сфера вашей жизни может быть наиболее активно проигрывающийся, или что-то более важным, может быть, как сообщение приходит. Вот давайте мы с вами узнаем, что же завершится до конца декабря. Вот здесь как будто все завершается. Тут уже новый импульс, как новые возможности к вам приходят. Видимо, какая-то прежняя история, она уже не имеет значения. Нам даже карты не показывают, что завершилось. Видимо, все, что уже случилось, произошло, как и какие-то разочарования, как и, может быть, и возможности, которые были в прошлом, но то, что вы уже продвигаете, как будто это имеет смысл. Но заново что-либо начинать, то, что было опробовано в прошлом, но по каким-то причинам не сработало, вот здесь не имеет смысла. Почему? Потому что у вас что-то новое на пороге. Это ваше, безусловно, может быть, как личное решение, или вам будет какая-то тема интересна. Если вы человек творческой профессии или креативите, что-то создаете, вот это само по себе как вдохновение попробовать себя в новом проекте. Или, может быть, и по части работы тоже вы примете какое-то однозначное решение, как выбор правильного направления. Вот такое тоже может быть. Видимо, итоги уже какие-то подведены. И здесь больше для вашего, как минимум, знака зодиака определиться с каким-то последующим фарватером, в котором вы будете двигаться. Все, что могло закончиться, тут уже какие-то новости, решения на пороге в конце декабря у вас уже стоят буквально так. Что нового войдет в вашу жизнь? Любовь, мои дорогие весы. Хотя двойка кубков, да, про любовь, но это не про страсть. Это про искренние отношения, умение понимать, словно считывать друг друга без слов. Это про надежность. Это про то, что мы, знаете, как пара, вы с кем-то, может быть, как подстать друг другу на одной волне, как будто вот так. С другой стороны, что нового войдет? Умение, возможность, может быть, решить некоторые вопросы, благодаря вашей дипломатии и правильному взаимодействию с людьми. Здесь и люди, видимо, в последние дни декабря будут больше настроены слышать вас, может быть, где-то помочь. И поэтому с учетом туза жезлов, как возможность согласовать что-либо, подписать какие-то документы, отчасти все же туз жезлов может означать очень много разных событий или вех, которые касаются дела, работы, бизнес. Или если вы принимаете решение о смене работы, вы как будто тоже можете даже отчасти с той организацией, которая вам интересна, может быть, и там есть вакансия, но себя словно зарекомендовать буквально с первых дней, правильно какую-то стратегию отношений, потому что есть вот это самое взаимопонимание и есть желание чем-то заниматься. И в целом нет преград каких-то. Но я так, конечно, надеюсь, что последние дни
декабря для вас какая-то личная история может проиграться. Может быть, история отношений тех, которые в паре, да, для людей семейных. Или пусть вы не оформили ваши отношения, значит, есть какая-то все равно глубоко личностная история, которая даже где-то перешла на, знаете, интуитивный уровень, когда я уверен в собственном партнере, партнер уверен во мне. Время, когда насладиться, и время дарить эмоции и получать эмоции. Для тех, кто один или одна, что нового войдет? Есть вариант познакомиться, причем совершенно случайно. И, может быть, решая какие-то вопросы по делам, вы встретитесь с человеком. Карта не говорит о далеком каком-то продолжении, но вот как человека встретить, который по духу близок к вам, или с вами, опять же, на одной волне. Это искренние отношения, повторяюсь. Вот такого искреннего, как минимум, друга в неожиданностях или что нового войдет, вы можете встретить. Но вот неожиданности давайте мы и посмотрим. Правда, и вопросы личной жизни. Видимо, у вас, мои дорогие весы, хотя туз жезлов нам больше про дела как бы разворачивает, да, но может быть какие-то согласования в высоких инстанциях тоже может быть. Или для людей семейных, к примеру, или в паре вы будете что-то планировать и обращаться в эти самые инстанции, что-то согласовывать. Или просто личная жизнь – это одно, а какие-то ваши достижения сферы и новые планы уже на последующий 2024 год – это другое. Нам в неожиданностях говорят, может быть пауза, может быть какое-то ожидание, но и для кого-то из вас это проигрывается, кто знает. Ну, не совсем, но, может быть, мои дорогие девочки, известие о беременности вполне такое может быть. Или вы уже это знаете, и ожидание материнства, то есть ожидание самого малыша. У кого-то и так. Сама по себе карта говорит о неспешном периоде. И больше, когда неожиданностей, по сути дела, нет. Есть или ваше какое-то решение, или взаимодействие с конкретным человеком. Давайте мы посмотрим, чем запомнится вам этот период. А здесь по справедливости все. Конечно, я предполагаю, что у кого-то могут быть и вопросы, связанные с судом. Если по какой-то причине ваши прежние отношения, ну, не сложилось, закончилось это самое взаимопонимание, и вы пытаетесь как раз фактически уже, они не существуют, а вам нужно де юре, может быть, как-то оформить вот ваше расставание. У кого-то как раз запомнится тем, что вы подведете итог для того, чтобы быть свободным человеком и строить в дальнейшем свою судьбу и в конечном итоге быть счастливым. Здесь для кого-то может означать, что одни отношения заканчиваются, другие начинаются. Или уже есть партнер, но есть еще и прежняя какая-то история, когда нужно тоже расставить приоритеты, точки над «и», или вот это де юре оформить. По аркану справедливости, знаете, мы честны сами с собой. По аркану справедливости нельзя нарушать закон. Вот почему-то вам эта карта выпадает. Но в первую очередь весы, мои дорогие весы, правда, это эмоциональный баланс нужно держать. А еще, вы знаете, мы становимся реалистами. Карта, когда мы должны быть честны сами с собой. И, может быть, есть какое-то сожаление, потому что не получилось совершить. Но обстоятельства жизни таковы, которые, ну, нас вынуждают принять реальность какую-то. И вот эта честность с самим собой нам дает не застрять надолго в каком-то периоде ожидания. Может быть, какая-то новость вами будет получена, и вы тоже правильно расставите приоритеты. Для кого-то я больше вижу все-таки возможности, может быть, вашу личную историю как-то укрепить или сделать более стабильной, или какой-то личный вопрос решить. И если прежде, опять же, что-то не получалось, ведь по закону, точнее по карте справедливость, это закон причины и следствия. И от того, как мы прежде поступили, теперь мы как будто получаем результат. И если прежде что-то стояло на паузе, может быть, теперь
приходят какие-то решения. И у каждого по-своему. Кто-то может как раз согласиться с чем-то, а кто-то может и отказаться, потому что, безусловно, как и весы присутствуют, так еще и присутствует правосудие само по себе, меч. Но есть какая-то правда на злобу дня, и вот этого как будто вы будете придерживаться вот этим где-то и запомнится период последних дней декабря. Событие, важное событие. По рыцарю мечей вы можете столкнуться с людьми, которые имеют сложный характер, с которыми сложно договориться. Вас могут склонять к чему-то, уговаривать на что-то, а по сути эта игра не стоит свеч. Или идет по этой карте бунтарь без причины. Это те люди, которым всегда плохо. И мы можем с таким столкнуться персонажем, который тоже нам что-то доказывает. И в первом и втором случае нам говорят: держись позиции стороннего наблюдателя. Держись какого-то нейтралитета. Важно не увязнуть в конфликте. Или по этой карте вы будете искать конкретную информацию, и вы ее найдете. Как будто мы можем по рыцарю мечей докопаться до сути вопроса, найти недостающий какой-то пазл в той или иной проблеме. Может быть, вот это событие и случится. Иногда проигрывается, когда вы можете узнать случайно какую-то правду. Может быть и так. Давайте посмотрим. Второе событие. Правда, что-то в личной жизни. Вы будете принимать важные решения. А я бы сказала, по королю кубков здесь ось отношения и финансы. Поэтому события как и личной жизни, и финансового достатка будут в одной плоскости для вас. Или события вашей пары, вашей личной жизни. И какое-то справедливое решение, может быть, с чем-то вы будете определяться или решать уже сообща на дальнейший период жизни. И такое тоже может быть. Но это гармония, гармония в душе и где-то уверенность в завтрашнем дне в плане финансов. Вот какое-то такое очень важное вас самих касающееся событие или вашего партнера будет в вашей жизни в конце декабря. Третье событие. Вообще это ваша карта, король мечей. И даже если меня смотрят девушки, это значит более такие холодные мужские жесткие энергии. У кого-то это событие может проиграться буквально, когда, правда, пойти в какие-то инстанции, согласовать документы, оформить, подписать. Или вы можете обращаться к узким специалистам, это могут быть как юристы и адвокаты, для того, чтобы как правду, например, найти, как в отношении меня работает тот или иной закон, положение, какие-то, ну, еще нормы, правила, регулировки в обществе. Может быть по этой карте. Будьте внимательны, иногда проходят служители правопорядка. В целом, не нарушайте закон даже в каких-то мелочах. И по этой карте проходят у нас и врачи тоже. И если, предположим, вы чувствуете себя, ну, недостаточно хорошо, или есть вопросы к собственному здоровью, вот здесь не нужно строить домыслов буквально, обратиться, может быть, к специалисту и пройти какое-то обследование, потому что иногда об этом тоже говорит карта. У кого-то стоматолог будет банально, почему нет? Или еще какие-то события в вашей жизни, которые нужно решать конкретно. Иногда люди, работающие с металлом, проходят по этой карте, и это буквально у кого-то как вы будете улучшать жилище, делать его более комфортным, и тогда вы, может быть, пригласите специалистов, которые, ну, может быть, по водоснабжению, по электрике. И такие специалисты по этой карте тоже проходят, помимо всего того, что это еще и ваш сигнификатор. Я о чем? Если мы говорим главное событие, вот есть что-то, которое касается вас, что вы хотите изменить, улучшить, как-то структурировать или оформить документ. И как будто это у вас по справедливости получается. Все идет в направлении гармонии и личного счастья. И для того, чтобы где-то вот на оси финансов, уверенности в завтрашнем дне и отношений у вас был полный баланс, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.